Привет! Вы слушаете подкаст «Пошло-поехало». Здесь мы рассказываем об IT в современном транспорте. Когда эти технологии появились, как они изменили жизнь человека и в каком будущем мы с ними будем жить. Слушаем мнения экспертов и не забываем, что за каждым научным рывком стоит человек и его история. Еще 13 лет назад машины ловили на улице. Такси заказывали только по телефону. Не было доступных доставок за пару часов. В общем, многого не было. А сегодня мир другой. Агрегаторы такси уже не только про такси. Например, в приложении Ситимобил можно арендовать электросамокат, найти каршеринг поблизости, отправить посылку по городу. А что будет дальше? И как скоро? Будут ли все автомобили управляться автопилотом? Сможем ли мы доставлять посылки при помощи дронов? Можно ли будет арендовать летающий скейт, как у Марти Макфлая? Как это отразится на нашей жизни? Всего этого не было бы, если бы человек сидел на месте. Но мы постоянно куда-то движемся, ищем путь и точку отсчета, как в философском смысле, так и в прикладном. Что такое навигация сейчас? Какое у нее будущее? И как человек строил маршруты в прошлом? Это мы и хотим выяснить в подкасте «Пошло-поехало». Что делает современный человек, когда хочет добраться куда-нибудь? Открывает приложение с картой и строит маршрут. Очень просто и доступно. И это стало возможным всего лишь 10 лет назад. Представьте себе, что все это исчезло. Приложения, карты, навигаторы, возможность вызвать такси тоже испарилась. Чтобы куда-то добраться, у вас есть два пути. Спрашивать людей, вспоминая поговорку «язык до Киева доведет», или вооружиться компасом. Кстати, компас — это один из первых приборов, изобретенных человечеством для навигации. Допустим, у вас в руках современный компас, а не плошка с водой, в которой плавает дощечка, где закреплен камень с магнитными свойствами. Такими, кстати, пользовались мореходы Азии и Скандинавии примерно в XI веке. Итак, компас. Чтобы добраться до места назначения, вам нужно знать, в какой стороне света это место находится и на каком расстоянии. Узнали? Двигайтесь туда, сверяясь с компасом. Да-да, на своих двоих. А что делать, если компас сломался? Можете обратиться к другим традиционным способам навигации. Бороде мха, расположению входа в муравейник и прочим хитростям. Еще маршрут вам мог рассказать проводник или древняя песня. Когда приблизитесь к месту назначения, стороны света помогать перестанут. Тут нужны ориентиры на местности. Приметное дерево, странный дом, запоминающийся валун. Вам тоже кажется, да, что проще забить и остаться на месте? Шутки шутками, но именно такими методами пользовались наши пращуры. Путешествия по суше и морю. Примитивный компас, солнечные, а потом и песочные часы и неточная карта с белыми пятнами, на которых нарисованы чудовища, поджидающие в неизвестности. Все изменилось, когда в XVIII веке появились точные механические часы. Они были нужны, чтобы измерять долготу, а значит определять положение корабля в открытом море с точностью до 1 градуса. За 1 час Земля, поворачиваясь вокруг своей оси, проходит 15 градусов долготы. За минуту 4 градуса. Допустим, вы капитан. Ваш корабль находится в порту, и вы знаете, на какой долготе этот порт расположен. А еще у вас есть точные часы. В полдень в порту вы засекаете на часах время. И потом в море отмечаете, сколько времени вы уже плывете. Благодаря компасу вы знаете, в какую сторону света плыл корабль. Так что теперь вам остается пересчитать разницу во времени в градусы. Вуаля! Вы великолепны. С вычислением широты сложностей не возникало. Ночью ее легко определить, измерив угол возвышения полярной звезды над горизонтом. А днем по Солнцу, при помощи секстанта или гномона, астрономического инструмента, изобретенного еще в Древней Греции. Однако проблема точного определения долготы стояла очень остро. В 1714 году парламент Великобритании даже назначил награду за ее решение. Тому, кто справится с задачей, полагалась государственная награда и гонорар в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. Сумма баснословная, что по тем временам, что по нынешним. Если пересчитывать в современные рубли, получится примерно 316 миллионов. В 1730-м часовщик-самоучка Джон Гаррисон представил первый вариант своего морского хронометра. Но потребовалось еще 29 лет доработок, экспериментов в море и субсидий от государства, чтобы изготовить финальную версию часов. Загвоздка в том, что морские часы должны быть устойчивы к колебаниям температуры, давления и влажности. Исаак Ньютон вообще сомневался, что изобрести такие часы
возможно. Камнем преткновения стала обычная пружина. Дело в том, что Гаррисон, как и его современники-инженеры, не вполне понимал физику пружин, из-за чего сбалансировать колеса в хронометре не получалось, и он работал не идеально. Кроме того, Гаррисон сначала пытался строить большой, сложный агрегат, работающий на пружинах. Изобретатель хотел учесть все проблемы, из-за которых хронометр может потерять в море точность. Шли годы. Великобритания успела ввязаться в войну с Испанией и даже закончить ее. А Гаррисон все никак не мог справиться с задачей, которая стала целью всей его жизни. Он работал и еще работал, а потом, в начале 50-х, создал для себя простые, точные карманные часы. И вдруг Гаррисона осенило. Мучительная проблема решена. Хватит усложнять себе жизнь. Вместо того, чтобы конструировать сложный хронометр, нужно взять и доработать вот этот простой. Его простые часы уже достаточно точны, а значит подходят, чтобы измерять долготу. Гаррисон с помощью лучших лондонских мастеров изготовил первый в мире успешный морской хронометр, который позволял штурману точно определять положение корабля по долготе. Так часовщик-самоучка стал человеком, который решил главную проблему морской навигации. Его морской хронометр был и остается шедевром. Инструмент 13 см в диаметре, похожий на большие карманные часы той эпохи. Все хронометры Гаррисона хранятся в Королевской обсерватории в Гринвиче, а первые 3 модели до сих пор отсчитывают время. За свою работу Гаррисон получил столько денег, что к концу жизни стал мультимиллионером. Еще одно навигационное изобретение, которым человечество пользуется веками, это карты. Человек всегда стремился хорошо ориентироваться в пространстве. Самый логичный способ добиться этого – построить модель окружающего пространства. Первые карты появились, по-видимому, раньше письменности. Их рисовали на самых разных материалах – коре, листьях кокосовых пальм, папирусе, а позднее, конечно, на бумаге. Даже наскальные рисунки бронзового века – это тоже карты. Люди, где бы они ни жили, создавали карты. Древние полинезийцы, например, преодолевая Тихий океан, плели циновки, на которых обозначали острова и рифы. Все эти карты точно описывали местности и их особенности, но не отвечали на главный вопрос – где именно находится человек в этот момент. Для мореплавателей это было особенно актуально. За неподвижную точку отсчета брали звезды. Требовалось понять, как узнать свое местоположение. И, конечно, дополнительную путаницу вносило то, что долгое время многие считали Землю плоской, а не круглой. Решение нашлось у древних греков. Чего только они не придумали, в том числе сетку координат, понятие широты и долготы. Так появились точные карты, по которым можно было добраться куда хочется. Впрочем, древние карты содержали не только фактические сведения. Птолемей, например, опрашивал купцов и моряков, благодаря чему смог довольно точно описать даже те страны, которые не видел. Он дал координаты даже тем местам, где не бывал. Правда, он записывал еще и выдумки людей, поэтому на его картах можно найти народ пёсьеголовцев и другие чудеса. Изобретение точных часов, развитие картографии, астрономии и других наук сделало возможным появление навигатора. И именно карта стала основой его первой модели. Можно подумать, что автомобильный навигатор – это недавнее изобретение. Тем более, что для современных, знакомых нам версий необходима связь со спутниками. Но на самом деле первый автомобильный навигатор появился аж в 1930 году в Италии. И Терравто, как и современные устройства, крепился на приборной панели, так, чтобы водителю было удобно бросить на него взгляд. По сути, это был рулон карт, подключенный к спидометру. В зависимости от скорости движения карта прокручивалась быстрее или медленнее, и на дисплее всегда оказывалось место, в котором находится автомобиль. Проблемы начинались, когда водителю нужно было сделать поворот или отклониться от маршрута. Приходилось останавливаться и менять барабан с картой. У этого навигатора был британский собрат – наручный навигатор Plus for Wristlet, выпущенный в 1927 году. А именно часы с картой вместо циферблата. Эксцентричная штучка в духе Берти Вустера из романов Вудхауса «Дживс и Вустер». В обоих случаях к навигатору прилагается набор карт. А еще у них одинаковый недостаток. Отступаете от маршрута, нужно заменить карту. Стартовый набор из 20 карт Plus for Wristlet, по-видимому, предполагал, что ими будет пользоваться житель столицы. Все они рассчитаны на старт из Лондона. Ни итальянское, ни британское изобретение так и не стало использоваться массово. Первые навигаторы для простых людей появились в продаже только спустя 40 лет. Тогда и началась эра электронных навигаторов.
Привет, меня зовут Саша Сырков, я продакт-менеджер транспортных сценариев 2GIS, в том числе автомобильного навигатора. Навигация — это же как бы прикладная реализация множества технологий абсолютно. Там Никола Тесла какие-то эксперименты ставил, там Максвелл какие-то теории разрабатывал, и все вместе они создали какой-то базис, связанный с радиофизикой, с магнитными электрическими волнами. Там все вот эти антенны разрабатывались. И вот что классно, что вот эти множество атомарных фундаментальных идей, которые делали десятки и сотни ученых, сидели, достаточно скучные формулы разбирали, пытались понять, почему вот если тут поляризованную волну там повернуть, то там сигнал пропадает, а как нам передать дальше без потери энергии. Они потом превратились в абсолютно прикладные применения, которые вот так вот итеративно шли через какие-то сначала простейшие вещи, потом чуть сложнее, чуть сложнее, чуть сложнее. Сейчас навигаторы в основном работают, используя систему GPS или ее аналоги, то есть задействуют спутники. Но в 80-х эта система была недоступна для гражданских устройств, и автопроизводители придумали другие способы навигации. Например, в 81-м Honda выпустила на рынок автомобильный навигатор Honda Electro Gyrocator. Принцип его работы отражен уже в названии. Это инерциальная система. Для работы инерциального прибора не нужны никакие внешние сигналы. Он ориентируется на скорость машины и изменение направления ее движения от точки старта. Кроме того, он напрямую подключен к коробке передач, поэтому всегда знает, стоит машина или едет. К этому навигатору все так же прилагался набор карт, нанесенных на пластиковые прозрачные пленки. Все бы хорошо, но цена прибора составляла около трети от цены автомобиля. $8000 за Хонду и еще 2-3 тысячи за гирокатор. Дороговато. Доступный навигатор для людей оставалось ждать недолго. Уже в 1985-м на прилавках появился The E-Tech Navigator, который тоже работал без внешних сигналов. Он определял, где находится автомобиль, опираясь на данные цифрового компаса и датчиков скорости. Карты навигатор хранил на магнитных лентах, которые нужно было менять. Автономность этих навигаторов была большим преимуществом, но все же они проиграли технологическое соперничество устройствам, работающим на GPS. А что такое вообще GPS? Аббревиатура расшифровывается как Global Positioning System. Инициатором ее разработки, как это нередко бывает с высокотехнологичными проектами, стали военные. В 1957 году, в разгар гонки за освоение космоса, СССР запускает первый спутник. Он так и назывался — «Спутник-1». За происходящим следит весь мир, в том числе группа американских ученых, во главе с физиком и математиком Ричардом Кершнером. Команда с удивлением обнаружила, что частота сигнала увеличивается, когда спутник приближается, и уменьшается во время отдаления. Вывод этого открытия следующий. Если человек находится на Земле и точно знает свои координаты, он может вычислить положение и скорость спутника. И наоборот, если точно знать скорость спутника, можно узнать собственную скорость и координаты на Земле. Сначала предполагалось, что сеть для определения координат в режиме реального времени будет доступна только военным. Проект назывался Navstar. Первый спутник был запущен американцами в 1974-м. К этому моменту систему уже переименовали в GPS. Окончательно в эксплуатацию она вошла в 1995-м. На орбиту вывели достаточно спутников, чтобы покрывать всю поверхность Земли. Как же работает GPS? Вечер, вы вышли из ресторана, поев вкуснейшие суши. А на улице дождь стеной. Вы достаете смартфон, открываете приложение, чтобы вызвать такси. Или посмотреть, где едет ваш автобус, на худой конец. Первое, что делает смартфон, определяет ваше местоположение. Помогает ему в этом 32 спутника, которые движутся по орбите. Действует из них 24. Остальные про запас. Каждый спутник шлет сигнал. Это похоже на камень, брошенный в воду. Только камень — это спутник, а расходящийся круг — это его сигнал. Чип в вашем смартфоне принимает сигнал минимум у 4 ближайших спутников. Все просто. Там, где пересекаются их сигналы, и есть ваше местоположение. Кроме того, в позиционировании участвуют сети Wi-Fi и, например, сотовые вышки. Чем больше у тебя спутников, чем у тебя качественный сигнал, тем быстрее прогрев, так называемый. Такая специфика, возможно, ее не все знают. Когда на заре GPS он появился, только когда были еще вот эти железные, скажем так, девайсы отдельные, прогрев очень долго занимал. Ну, то есть ты запускал, там что-то моргает, у тебя какая-то связь со спутниками, что-то там синхронизация, и там у тебя через минуту ты такой, ты здесь. Сейчас как бы технологии очень сильно ушли вперед, потому что
Есть технологии типа AGPS, используются сотовые вышки, используется информация о Wi-Fi сетях и облачные базы данных, которые мапят, где какая Wi-Fi сеть расположена, потому что кто-то когда-то с ней подключился, и это позволяет увидеть: ага, ты подключился к этой Wi-Fi сети, ты, наверное, здесь. Удивительно, как незаметно навигация стала работать гораздо быстрее. Навигатор, который не может найти меня целую минуту, звучит как технология из каменного века. Точность современной GPS-системы 2 метра. Но так было не всегда. Военные опасались, что противники с гражданскими навигаторами смогут эффективно вредить Америке. Поэтому до 2000 года действовал гражданский режим работы GPS. Из-за него точность определения координат GPS-приемником, использующим гражданский код, была всего 100 метров. Когда в 2000-м Билл Клинтон отключил гражданский код, началась стремительная разработка и продажа мобильных устройств с GPS-приемниками. Первым телефоном с GPS, который мог купить любой человек, был Benifone ESC. Но навигаторы, работающие на этой системе, появились гораздо раньше. Уже в 1994 году новый немецкий BMW 7 серии продавался со встроенным GPS-навигатором. В США GPS-навигация появилась на год позже. В то же время появился и первый портативный GPS-навигатор. Как и современные навигаторы, он крепился к лобовому стеклу или устанавливался на торпедо. Особенно привлекала его стоимость – всего $600, в разы меньше, чем цена встраиваемых устройств. Портативные GPS-навигаторы покупали не только автомобилисты, но и пешие путешественники. Эти устройства спасали в безлюдных районах, где легко заблудиться, а дорогу спросить не у кого. Интересно, что GPS и сейчас контролируется американскими военными, а значит, они в любой момент могут отказать в доступе к системе. Такое, кстати, произошло в 1999 году с индийскими военными во время Каргильской войны. По этой причине правительства стран, в которых есть своя космическая программа, выделяют средства на развитие собственных сетей глобального позиционирования. В России это ГЛОНАСС, в Евросоюзе – Галилео, в Китае – Байду. ГЛОНАСС расшифровывается как Глобальная навигационная спутниковая система. Ее испытания начались еще в начале 80-х, а в 1995-м на орбите находилось уже 24 спутника. Это минимальное число, необходимое для покрытия всего земного шара. Так же, как GPS, система создавалась одновременно для военной и гражданской навигации. Американские спутники вращаются синхронно с Землей, а российские – независимо от движения планеты. Поэтому для них не нужна специальная геостанция, которая корректировала бы их точность. Несколько сожалею, сколько усилий Советскому Союзу и России стоило запустить это, потому что это все начало делаться уже близко к перестроечным временам. Денег не было, эти спутники взлетали, они ломались, у них был срок жизни гораздо меньше, чем у конкурентов, и постоянная орбитальная группировка не могла набрать эту критическую массу, постоянно были дыры в покрытии. При этом, все понимают, что это стратегическая важная история, потому что когда спутник, чужие, ничего не мешает их выключить. Ну а самое точное позиционирование обеспечивает китайская система. Речь идет не о метрах, а о миллиметрах. Одновременно с первым портативным навигатором появился первый в истории навигатор с CD-приводом. Помните, что это вообще такое? Вот и я смутно. Тем не менее, диски дали рывок в удобстве использования навигатора. На них можно было записать гораздо больше информации, чем на магнитные ленты, поэтому можно было прокладывать длинные маршруты. Тогда же навигаторы появились и в России. Всех снова опередил концерн BMW. Диски с картами Москвы и Подмосковья стоили чудовищно дорого, даже по тому курсу – 3800 евро за комплект. А что было дальше? Технологии развивались стабильно, пока жизнь производителям навигаторов не подпортили создатели смартфонов. И пошло-поехало. Как только в руках людей оказались гаджеты с постоянным интернетом, из которого можно было подгружать карты, рынок резко изменился. Тяга человека к комфорту победила. Сейчас в каждом смартфоне есть GPS-модуль, который принимает сигнал от спутника. Мы прокладываем маршруты домой к друзьям, уточняем в приложении, с какой стороны здания нужный вход, и всерьез нервничаем, когда такси вот-вот приедет, а подзарядить телефон негде. Доступная в любой момент навигация стала неотъемлемой частью современной жизни. Самые привилегированные таксисты в мире, лондонские кэбмены, выходили на массовые забастовки против агрегатора такси, портившего им условия работы. Их можно понять. Чтобы стать кэбменом, нужно выучить расположение всех улиц Лондона и сдать сложнейший экзамен. Но, кажется, эта борьба обречена. Гораздо более страшная перспектива открылась летом 2019 года. В аэропорте имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве начались сбои в работе системы GPS.
Проблемы не могли устранить 3 недели. Пилоты, заходящие на посадку, сообщали, что сигнал пропадает. Также помехи мешали взлетам. Падений самолетов удалось избежать только благодаря мастерству авиадиспетчеров и спешному подключению дополнительных систем навигации, не использующих спутниковые сигналы. Сейчас навигаторы — это приложения, но, как и 100 лет назад, им тоже нужны карты. Технология, с одной стороны, простая, с другой стороны, сложная в плане достижения высокой точности, что вся планета сфотографирована, есть вполне актуальные фотографии. И уже имея их, можно либо вручную, либо с помощью автораспознавания всяких ML-моделей уже отрисовать какие-то базовые вещи, дома, улицы и так далее. Но, как показывает практика, недостаточно просто по спутнику нарисовать, нужно еще идти пешком. И наши ребята, картографы, у нас их очень много, ходят и выверяют там информацию о фирмах на местах. А они все ходят и проверяют, где там детская площадка, где лестница заканчивается, где тропинка есть, какие там фирмы находятся в этом здании. И реально ходят и выверяют, и повторяют так тысячи раз. Потому что все меняется, компании закрываются, гаражи сносят, новые дома строят. И это очень живая история. Чтобы карта была актуальной, нужно постоянно выверять. Просто там по спутниковым снимкам, ML распознавать, это работает. То есть можно открыть Google Maps. У Google Maps практически везде все отрисовано, но оно как раз отрисовано во многом за счет автораспознавания. И там лишние дороги могут быть, дома не нарисованы. Это клевый способ масштабирования, но если хочется добить максимальной точности, то надо ходить ногами, выверять это все, отрисовывать, обновлять постоянно. Посмотрим на перспективы. В предыдущем выпуске мы говорили о том, как системы навигации встраиваются в дополненную реальность. Неизбежно и ее включение в работу беспилотного автомобиля. Интереснее другое. Есть ли вообще альтернативы спутниковым системам? Ведь они хоть и надежны, но далеко не безупречны. Даже если оставить в стороне политику, остается банальная плохая погода, из-за которой связь со спутником становится нестабильной. В 1859 году случилась мощнейшая за всю историю наблюдений геомагнитная буря. Ее называли событие Кэррингтона, и случись оно сейчас, вся спутниковая сеть вышла бы из строя. Все эти технологии в навигации, они растут в направлении увеличения точности. Становится все точнее, требования все выше, и получается дальнейшее развитие, я вижу как раз в этой улучшении точности все меньше ошибок. Например, есть GPS, он работает, спутники летают, десятки мы ловим за счет эффекта Доплера, изменения частоты, мы вычисляем свою позицию и так далее. Например, в крупных городах есть большая проблема, а-ля Нью-Йорк, где эти небоскребы, и это все отражается, в итоге частота меняется, или запаздывает сигнал какой-то, и это вносит искажение. Ты вроде стоишь тут, а показывает тебя на другой стороне города. А ты, например, хочешь сделать классный пешеходный навигатор, это из жизни реально. В Питере такая проблема, например, есть, где очень плотная застройка, и достаточно высокие дома, 10 плюс этажей, и сигнал попадает в небольшую щель между домами, и в нем уже искажение, и ты такой, хочешь пешеходную навигацию пойти, а тебе перекинул на другую сторону улицы. И здесь точно, я верю, что будет очень много инвестиций в R&D, потому что там есть всякие способы, использовать Wi-Fi, те же самые сотовые вышки, тот же самый 5G, по сути, те же самые сотовые вышки, просто более с высокой частотой, более плотно расположенные, позволяющие больше плотность получить. То есть, очевидно, в этом направлении будет расти какие-то технологии. Еще, по ощущениям, будут расти технологии для самоуправляемых машин. Популярная тема миллиметровые карты или high-res карты. В общем, чтобы машина точно знала, где она находится. Потому что, когда ты едешь на самоуправляемой машине, и ты хочешь доверить ей полностью управление, у тебя не может быть 1% ошибок, ты в этот 1% ошибок куда-нибудь приедешь и кого-нибудь задавишь. Тебе нужна максимальная точность. Не 100, но 9,999 и в периоде и так далее. И поэтому, очевидно, эта спутниковая навигация будет дополняться теми самыми технологиями распознавания, которые вокруг есть, какими-то супер детальными картами. И, скорее всего, это все будет еще собираться в какие-то облачные сервисы, а-ля тут машина проехала, передала своим друзьям-машинам через какой-то дата-центр или вообще напрямую. То есть, почему нет? Такие технологии тоже есть, когда обменивают, как называть, систему умного города, когда светофоры, машины вокруг обмениваются информацией, и машина едущая знает, что за углом велосипедист дорогу переходит, потому что предыдущая машина это видит, например. То есть в этом плане навигация будет точнее. Навигация становится частью реального мира, по сути. И в этом направлении тоже будет идти и всякие индор-навигации, когда, например, это, кстати, тоже большая проблема.
индор-навигация, у тебя есть огромный, не знаю, афимол какой-нибудь или еще что-то, и тебе нужно понять, куда там идти. Типа тут, вот здесь на лифт, здесь обойти, а здесь вот у Икеи там налево и так далее. И внутри очень тяжело навигацию сделать, потому что GPS плохо ловит объективно, там особенно в каких-то нижних этажах. И тут тоже, я думаю, будет какие-то развитие технологий, они уже есть. То есть там снимают 3D-модели этажей, их оцифровывают, и по камере, и с помощью SDK, которая есть в iOS, Android и ARKit и подобных, можно понимать свою позицию, накладывать это с учетом там плоскости. Есть всякие лидары, в iPad Pro есть лидар, который позволяет тебе вжик-вжик, и ты такой, хоп, у тебя вот картинка 3D твоего помещения, где ты можешь там что угодно двигать, позиционироваться и так далее. LoRaN или Long Range Navigation — одна из систем, которая может заменить спутниковые. Она была разработана во время Второй мировой войны и состояла из наземных передатчиков с антеннами 2 метра высотой. Когда в 2000-х точность GPS стала выше, чем у LoRaN, передатчики разобрали, но идея не заглохла. Сейчас существует современная версия и LoRaN, которая может быть точной как GPS, благодаря современным передатчикам. Ее главное преимущество над спутниковыми системами в том, что сигналы могут проникать сквозь стены зданий и тоннели. Правда, есть одна проблема. Кто-то должен вложить в нее гору денег. Помните инерциальный гирокатор компании Honda? Технология не канула в лету. Ее применяют для подстраховки GPS-навигаторов. Когда автомобиль въезжает в зону, где невозможно поймать сигнал спутника, подключается инерциальная система. К сожалению, использовать только ее невозможно. Ее точность по-прежнему не идеальна, и чем дольше едет машина, тем больше ошибок накапливает система. Так что на длинных маршрутах навигатор просто-напросто теряет автомобиль. Фактически есть две многообещающие альтернативы GPS. Первая — оптическая. На практике это видеокамеры, установленные на автомобиль. Они записывают видео окружающей местности, а навигатор сверяет картинку со своей базой данных и таким образом определяет свое местоположение. Фактически это ведь то самое ориентирование по бороде из мха и муравейнику, только очень продвинутое. У системы есть очевидный минус. Нужно хранить и постоянно обновлять огромное количество данных. Тем не менее, шведской компании Everdan уже удалось доставить посылку дроном без GPS. Они используют оптическую навигацию для измерения скорости. Система опирается на то, как быстро меняется пейзаж, а также идентифицирует объекты на местности. Вторая альтернатива GPS — это навигатор с квантовым акселерометром. Не отключайтесь. Это тоже инерциальная система, но она не накапливает ошибки. Идеальный, независимый от входящих данных навигатор. Еще в 2018-м ученые из Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве со специалистами по лазерам показали рабочий прототип. Идея квантового акселерометра основана на том, что при сверхнизких температурах материя приобретает свойства волны. Таким образом можно взять охлажденные атомы и пропустить их через камеру акселерометра. Когда акселерометр будет куда-нибудь смещаться, это сразу отразится на волне. Отследив это искажение, можно очень точно рассчитать, куда и как быстро переместился акселерометр. Для охлаждения атомов используются лазеры. Хотя прототип и переносной, он все еще слишком большой, чтобы установить его в смартфон. Впрочем, история часовщика Джона Гаррисона вселяет надежду, что благодаря фантазии и гению человека нечто громоздкое в обозримом будущем превратится в что-то микроскопическое, как гигантские мобильные телефоны превратились в ваши изящные смартфоны. В отличие от оптических систем, квантовый акселерометр остается технологией далекого будущего. Или близкого, если все спутниковые системы внезапно отключатся. Нужна ли вообще замена спутниковой системе? Или достаточно договориться, чтобы GPS, GLONASS, Galileo, Пойду и другие работали совместно? Какие еще проблемы, связанные со спутниковой системой, могут возникнуть, кроме потери сигнала? Если порассуждать, какие есть проблемы и ограничения у этой технологии, здесь меня больше волнует проблема, которая появилась не вчера, и она сейчас, возможно, не в самой критической фазе, но она нарастает. Это про то, что человечество запустило уже огромное количество спутников, и орбита достаточно уже плотна. Есть прям целое агентство, которое занимается прогнозированием, там сдвигают орбиту МКС и так далее. И проблема, она сама не решается. То есть, там, недавно, по-моему, китайское аэрокосмическое агентство
то ли случайно взорвало, то ли какие-то испытания проводило. Был один спутник, стало 1000 деталей. И они все летают с огромной скоростью, какие-то там километры в секунду по орбите, и это постепенно уменьшает возможности для вывода новых спутников. И вот эта вещь меня, если честно, сильно беспокоит на перспективе десятков лет, потому что, оно никуда не денется само. Этот космический мусор, он сам будет падать сотни лет, если не тысячи еще. И вот это ограничение, оно реально физическое, это не какое-то там политическое выдуманное, и вот его предстоит каким-то образом преодолеть, договориться. Орбита, причем как бы тоже, там нельзя просто все время выше поднимать, есть объективные тоже ограничения, которые не позволяют тебе просто в произвольные места спутники раскидывать, есть всякие геостационарные орбиты и так далее. Тут два решения, возможно, они оба будут, что надо договариваться, как избавляться от мусора и новый не плодить всем вместе, причем реально всем странам. Это общая наша проблема. Вот, а второе, развивать какие-то способы навигации, не связанные со спутником. Тут интересный, на самом деле, эффект получается. Вот они сейчас летают, спутники, это все управляется, то есть спрогнозированные траектории, можно совершать различные маневры, и там еще, я помню, где-то 15 лет назад, когда я занимался IP-телевидением, и там вот всякие огромные спутниковые тарелки, там несколько метров, я помню, у нас просто пропало в части страны телевидения, там десятки каналов, по-моему, даже 100, просто потому что в спутник врезалась какая-то штука, и он оказался уничтожен. При этом, когда плотность вырастет, эти столкновения начнут все чаще, потому что каждое столкновение приводит к увеличению количества вот этих обломков. При этом геометрически вероятно. То есть это вообще не линейная функция. И в конце концов это все превратится в такое. Кстати, в Голливуде какой-то фильм про это сняли. Вот, как раз про космический мусор, который, он невероятно быстро летит. Реально километры в секунду. У тебя небольшой там кусочек, несколько миллиметров может пробить обшивку. Поэтому, собственно, космические станции, они такими многослойными структурами обладают, чтобы даже если пробивает верхний уровень, герметичность не нарушается. Потому что это когда начнет происходить, будет уже поздно. Но кажется, у нас еще есть возможность что-то предпринять. Это случится не завтра. Правда ли, что, имея мощную глушилку, можно вывести из строя всю систему GPS на территории одного города? То есть остановить жизнь в мегаполисе можно буквально по щелчку? Похоже на хитрый план злодея из фильма «Блокбастера». Это будет не так просто, конечно, но это реально возможно. Это никакая не магия, это какие-то радиоволны определенной частоты, в них можно вносить интерференцию, погрешность. Глушилки существуют задолго до появления GPS. А глушилка, это же как бы звучит глушилка, это же простая физика, какие-то радиоволны, у них есть там какая-то поляризация, частота. Истории, когда вот мы пользуемся какие-то технологии, многие из них были получены абсолютно случайно. И вот есть история про то, как... Возможно, история, возможно, байка. Как была изобретена микроволновая печь. Американский инженер разрабатывал магнетрон, это штука такая для генерации высокочастотных волн. И он что-то работал с магнетроном, это для антенны, для военных, для коммуникации. И стоял около этой антенны, у него в кармане расплавилась шоколадка. И он начал разбираться, и оказалось, что вот диполи воды, они вибрируют вот на этой частоте. И вибрация вызывает тепловую энергию, и, соответственно, это нагревает все, что содержит воду, по сути. И сейчас мы пользуемся этим, хотя кто-то просто магнетрон для военной коммуникации монтировал там, по-моему, в 40-х или 50-х годах. Вот про то, что, вся вот эта магия, которая вокруг нас, там, вот эти люди, носящие пиццу под капотом, это просто абсолютно базовая физика, математика и так далее. То есть, и поэтому заглушить, по сути, просто внеси искажения вот в в амплитуду, в частоту этих радиоволн. Это возможно. Мы уже тотально зависимы от точной навигации. А когда в игру вступят беспилотные автомобили, дроны, доставляющие все что угодно, летающие такси и все остальное, о чем мы рассуждаем в этом подкасте, ситуация станет еще серьезнее. Ведь все эти технологии, делающие жизнь горожанина такой комфортной, будут полагаться на GPS и его аналоги. Вы слушали второй выпуск подкаста «Пошло-поехало», созданный студией Talk совместно с Citymobil. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов. Мы будем рады вашим комментариям и оценкам. До встречи в следующем выпуске «Пошло-поехало».